Горько, что нет между нами единомыслия. Мы в твое христианское дело не входим, а ты в наше государственное входишь. Замыслы наши, может быть, великие, а ты их знаешь? Мы моря хотим воевать. Полагаем счастье нашей страны в успехах морской торговли. В начале 80-х годов советские зрители единогласно признали его лучшим актером современности. После 10 ярких ролей он пережил 30-летнее забвение, но в профессии не разочаровался. Дмитрий Золотухин называет себя убежденным киноманом, предпочитая хорошее кино всем прочим разновидностям искусства. Дмитрий Львович родился в Москве в августе 1957 года. Его отец носил почетное звание заслуженного артиста РСФСР. Мама также работала театральной актрисой. Однако Дима, с детства погруженный в творческую среду, не испытал особой тяги к сцене. Мальчика привлекали иностранные языки и история, поэтому в выпускных классах школы он всерьез подумывал о поступлении в МГУ на кафедру востоковедения. Родители почти смирились с выбором единственного сына, но незадолго до вступительных экзаменов знаменитый отец предложил наследнику ради интереса попробовать школу-студию МХАТ. Юноша уступил уговорам и, ко всеобщему удивлению, выглядел на просмотре очень достойно. Так, Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете потерял увлеченного абитуриента, а известный театральный вуз принял в свои ряды талантливого первокурсника. В студии молодой человек обучался до 1979 года в мастерской Виктора Карловича Манюкова. В числе его учителей значились Юрий Елишевский, Кира Головко и Леонид Харитонов. Звездный преподавательский состав заложил в своих воспитанниках крепкий профессиональный фундамент, на который впоследствии выпускники МХАТовцы смело могли опереться. По окончании студии Золотухин был принят в труппу МХАТа имени Горького. Там он прослужил не более 3 лет, принимая участие в постановках по произведениям Антона Чехова, Льва Толстого и Михаила Салтыкова-Щедрина. Непродолжительная работа в классическом репертуарном театре помогла Дмитрию отточить знания и умения, ранее полученные в стенах вуза. Фильмы. Список фильмов с участием Дмитрия Золотухина относительно короткий, но в нем нет ни одного проходного или невыразительного персонажа. Кинокарьера артиста началась с сотрудничества с корифеем отечественной режиссуры Сергеем Герасимовым. В 1980-м Сергей Аполлинарьевич приступил к реализации масштабного замысла – экранизации романа Алексея Толстого «Петр I». В картинах по традиции режиссер предпочитал снимать своих бывших учеников-вгиковцев, но среди них не оказалось никого, кто бы соответствовал облику будущего императора. Встреча с Золотухиным стала для Герасимова удачей. Повесить собаку! В Кунгуре на базаре! Пиши! Повесить недолго, мало их этим образумишь. Воеводам больше 2 лет на месте оставаться нельзя. Привыкают, ходы узнают. Тоже не то. Новый воевода не лучше прежнего будет. Надо их было власти лишить. В качестве молодого монарха Дмитрий снялся в обеих частях дилогии – в юности Петра и в начале славных дел. Подготовка к исполнению роли предварялась глубоким погружением в материал. Артист перелопатил гору художественной и документальной литературы, сутками просиживая в архиве Ленинской библиотеки. В результате его Петр I получился искренним, по-юношески пылким героем и неистовым реформатором. Так нет, вся как есть. Хороша девка, хороша. Санька, терпи, терпи. Сам царь. Ну что, плохого тебе жениха привезли? Хороша девка. Уж как хороша. Вот так нельзя. Успех исторической ленты способствовал тому, что пару лет спустя возмужавшего Золотухина вновь утвердили на роль самодержца Петра Алексеевича в многосерийном фильме «Россия молодая». В основе исторического сериала Ильи Гурина лежал роман драматурга Юрия Германа.
Вот тебе за озеро! Вот тебе за Невелино! Будут кормовые! Следующим персонажем, воплощенным на экране Дмитрием Львовичем, стал былинный русский богатырь Василий Буслаев. В одноименной детско-юношеской картине, снятой Геннадием Васильевым, артист сумел максимально вжиться в образ бесстрашного новгородца. Резвые твои кони. Благодарю тебя. Не боишься, что зашибут? Я не пуглива, рыцарь. Костя, а ну глянь, кто такие? Ты кто ж такая будешь? Жду тебя во дворце, отважный Витязь. Другие киноработы Золотухина также носили героический характер. В историко-революционной драме «Приходи свободным» он исполнил роль храброго большевика Шарипова. От имени чеченского и ингушского народов я рад приветствовать свободный съезд свободных народов Терской области. Мы надеемся, что общими усилиями демократия Терской области будет способна разрешить все больные вопросы нашей жизни. В биографической ленте «Знай наших» ему выпала честь почувствовать себя легендарным борцом Иваном Поддубным. Ты что, парень, в самом деле хочешь меня одолеть? Я тебе не Фурбас. Учись и запоминай. Никогда не кури, не гуляй, не бражничай. Я Поддубный, понял? Понял. В фильме Николая Бурляева «Лермонтов» артисту досталась роль Дмитрия Алексеевича Столыпина, дедушки прославленного поэта. В 1986 году Золотухин снялся в мелодраме Никиты Михалкова «Очи черные». Небольшая роль ветеринара Константина Степановича была абсолютно не похожа на прежнее амплуа артиста, но тем ценнее оказался полученный актерский опыт. Я местный ветеринар. Я учился в Италии 2 года. Ну, это не важно. Сейчас меня отсюда выгонят, но... Голубчик мой, не стройте вы здесь вашего завода. Я понимаю, прогресс, престиж, рост населения. Я не против, нет, совсем не против. Но только не здесь, в Крестовском. Там есть и глины, и торф. Постарайтесь понять, для паровых машин нужны дрова. Коллегами Дмитрия по съемочной площадке стали Марчелло Мастроянни, Изабелла Расселини, Олег Табаков и Иннокентий Смоктуновский. Во второй половине 80-х профессиональная копилка Золотухина пополнилась 2 последними перед грандиозным перерывом проектами. Необычайно трогательным и одиноким получился образ героя по имени Зубр в сказке Натальи Сергеевны Бондарчук «Юность Бэмби». Я, кажется, напугал вашу подругу. Да, немного. Теперь меня боятся, как призрак. Ведь я последний зубр в нашем лесу. Вы помните облаву той страшной зимой? В ту зиму я потерял маму. А я брата. А я любимую. В картине «Сильнее всех иных велений», рассказывающей о выдающемся капельмейстере князе Юрии Голицыне, артист исполнил главную роль. В 2016 году, после 30-летнего затворничества, Золотухин возобновил актерскую карьеру, появившись в эпизоде фильма «Катастрофы» Николая Лебедева «Экипаж». А если это провокация и захват самолета? Стажер Гущин! Потуши сигарету, пожалуйста. Вы кто? Второй пилот. Вот идите и везите. Не отвлекайтесь. Ну что ж ты делаешь? Сядь.
2 годами позже зрители еще раз увидели его в военной драме «Несокрушимый». Личная жизнь. О личной жизни актер предпочитает не распространяться. В молодости ему приписывали роман с однокурсницей и коллегой Мариной Голуб, но эта информация так и осталась на уровне домыслов. Ни одна из сторон предполагаемой пары никогда комментариев на сердечную тему не давала. Сегодня Дмитрий Львович занят продюсированием. Сфера его интересов лежит в области цифрового и мобильного телевидения, для которого он создает новые программы. Актерская, режиссерская и сценарная деятельности пока отодвинуты им на второй план, но Золотухин не исключает, что однажды вернется на экраны, ведь съемки для него навсегда остаются синонимом исключительной свободы и источником жизненного вдохновения. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, впереди много интересного.